Нам сюда. А что там? Игровая комната. В Xbox будем играть? Помни, ты можешь уйти в любой момент. Да что там такое? Я говорю серьезно. Вертолет ждет на площадке, если ты передумаешь. Кристиан, открой дверь. О, Господи. Всем привет, с вами Арсум. Давайте сразу проясним. Это гайд больше для новичков, которые будут стартовать позднее, чем основные сервера. Или для тех, у кого есть проблемы с прохождением. Я вам покажу сегодня ультрабюджетные паки. К примеру, в этом видео нет ни одного мифического снаряжения. Вообще ни одного. А если есть, то, наверное, у него функции практически никакой нету, да? То это просто чисто для характеристик он имелся. Еще я использовал минимальное количество легендарных героев, в особенности ради того, чтобы сэкономить с ваши свитки. Меня просто достало, что многие ютуберы показывают вам пачку каких-то ультрамаринов с кучей пробуждений, полный лег-состав там у них и прочее. Это смешно! Очень часто можно услышать вот такое. Ну, вот такой вот у меня состав. Вот тут нужны артефакты, часы, без них вообще не пройти. А тайминги вот я использую вот такие. Кто-то поясняет на самом деле, кто-то нет, и почему, и как. Вот все вот это вот на самом деле очень странно выглядит. Я пальцем, конечно, указывать на них не буду. В одних гайдах я даже слышал, что вот тут берем перчатки на отхил каждому, так мы повысим выживаемость. Алло, блогеры, очнитесь! Какие нафиг перчатки на отхил? Я уже месяц отыграл, потратил больше 10 тысяч хлеба в сумме на вампира и жабу, и при этом мне не выпала ни одна. Ни одна перчатка, нормально. Не, хотя вру, одна есть. И то на шанс крита, но это ладно. А в остальном все. Там плоская атака, плоская ОЗ. Все остальное нахрен мне не надо. Вот эти вот вещи. Это должно заставить людей это одевать, что ли? Ну это бред. Если вы собираетесь делать бюджетные паки, то будьте добры, хотя бы снаряжение нормально используйте. А что, если у человека, который вот смотрит, ну вот нет такого снаряжения, вот, например, как у меня, да? И я понимаю, что вы просто показываете свои составы, да, герои, там, прохождение, вот я так прошел и прочее. Я понимаю, что некоторые могут объяснять, как они это делают, или пояснять. Но мало кто удосуживается делать какие-то гайды для новичков. Таких не так уж и много. Нупсон, кстати, привет. Ты один из немногих, кто на самом деле сейчас делает вот такие бюджетные паки. Ребят, кто вот есть, я ссылку внизу оставлю на его канал. Посмотрите, у него очень классные гайды. Очень часто вы будете видеть, как ребята на 79 уровне будут проходить 20 этажи. Да? Если вы новичок, то не пытайтесь на самом деле так потеть. Особенно это касается фри-то-плей игроков. То, что вы на 79 уровне дошли 15-16 этажи, это уже отлично на самом деле. Это достаточно хорошо, я бы сказал. Нельзя говорить так, что фу, все прошли, а ты нет. Каждый играет в меру своих возможностей, времени и знаний. Разумеется, это очень глупо осуждать будет. В гайде я попытаюсь создать максимально тяжелые условия, где я буду проходить высокие этажи базовых данжей для фарма. А теперь давайте поговорим вообще о нюансах всего вот этого вот гайда, который я собираюсь записать. Одни составы не могут с таким минимальным вложением пройти что-то до конца. Это правда. Где-то мне не хватает урона, где-то выживаемости. Ее можно где-то повышать. То есть там свобода для того, чтобы пройти дальше, гораздо высокая. Чтобы вам было понятно, во всем гайде используется лишь один мифический артефакт. Нет никаких ни часов, нет, только один, везде один и тот же. Речь, разумеется, идет про останки ведьмы. Это, можно сказать, самый базовый артефакт в каждом составе. Извините, но вот я, конечно, вот считерил, вот я без него просто жить не могу. Да. Какая ты двуличная, Раиса Васильевна. Если вы собираетесь выбирать, какой артефакт вам брать, берите именно его всегда. Он у вас должен быть вообще в каждом пате, в каждом составе. Это самый идеальный и лучший артефакт всех времен. Это Единственное послабление, которое будет у меня в гайде. Да и то, вот эти останки ведьмы, они заменяемые с помощью артефакта корона. Минус, короче, короны в том, что она не может массово накладывать этот прекрасный дебаф минуса защиты, да? А еще она срезает меньше защиты, чем останки ведьмы. В этом его большой, самый огромный минус. Поэтому в целом это заменяемо при условии, что у вас отличный массовый урон. Урон тоже, конечно, если будет отличный, но тем не менее, вот так. Следующая часть нюансов — это, наверное, фиолетовые свитки. Их, наверное, нужно будет много. Почему? Потому что я использую много фиолетовых героев, поэтому и свитков, скорее всего, потребуется достаточно много. Их нужно реально будет прилично. Затем нам нужен 100-й уровень и руны для того, чтобы пройти высокие этажи.
в этом плане будет очень, конечно, требовательно. Тут уж извиняйте, конечно, нелегко без рун пройти какие-то вот высшие этажи. Если вы фармите, допустим, какие-то там 16 этажи, и если вы посмотрите в гайде, что, блин, да у меня нету таких шмоток легендарных, да, просто оставайтесь на этих этажах и фармите дальше. В этом нету ничего зазорного. Потому что, по сути, прохождение по данжам — это проверка на снаряжение, понимаете? Давайте дальше поговорим все-таки о преимуществах этого гайда. Минимальный вклад талантов. Минимальный вклад легендарных героев ради экономии свитков. Свитки — это жесткий дефицит. Я постарался быть поосторожней с этим. Связь стихий вкачана лишь до момента, где потребуется связь из 3 членов группы. Вкачана лишь до точности. Дальше я этого не делал. Нет ни единого мифического снаряжения, которое сильно как-то повлияет. А если есть, то она реально не критическая и очень легко заменяема. Вроде такого на самом деле не было. Если только в пачке с Гарпи, и то не факт. Я эти паки давно собрал, поэтому руки просто не доходили это все заснять. Ну и, конечно же, я постараюсь пояснить о каждом боссе, как проходить, что делать и какой в этом смысл. Все буду дотошно все рассказывать. И еще, все, что вы увидите, местами очень легко заменяемо. Если у вас нету этих ДД, но у вас есть ДД получше, вы можете их взять. Но при условии, что они должны совпадать с выживаемостью пака. Например, если где-то используется Тия, и мне нужно скрывать героев дальнего боя, то, скорее всего, вам придется брать только героев дальнего боя. Это, наверное, тоже один из нюансов все-таки больше. Я собираюсь вас научить и понять, что тут вообще происходит, чтобы вы сами смогли попробовать что-то еще, кроме того, что я вам показываю, для своих экспериментов. Как я и обещал, все будет бюджетно, лояльно, разумеется, для фри-то-плей игроков. В чем, собственно, проблема почти всех боссов в игре? Это, во-первых, тайминги. Как принято почти у всех боссов, в игре вся полоска ульты занимает где-то 18 секунд. Да, есть исключения, но мы о них позже поговорим. Чтобы жить, вам надо в определенные моменты использовать способность. Чтобы это произошло, нужно иметь либо какое-то понижение скиллов боссов, да, чтобы у них полоска ульты меньше заполнялась, либо повышение ускорения способностей для нужных нам героев. Благо, есть на то сет кукольника в этом обновлении. Это ключевой элемент, он есть почти везде. Этот сет крайне необходим вам. Советую заранее его нафармить, чтобы он у вас был. Ну и, разумеется, свитки для героев. Без них подогнать откаты способностей будет крайне тяжело. Это самая большая, наверное, проблема. У ваших героев где-то откат скиллов около 20 секунд, особенно у саппортов каких-то. У босса 18 секунд. Сами понимаете, у вас 20, у него 18, и явно вы не попадаете в такт. Ваши тайминги будут сбиваться всегда на 2 секунды. С этим сетом вы будете выравниваться. И у вас будет столько же отката, сколько и у босса. Однако, у него все-таки есть недостаток, что он откатывает навыки только для героев одной стихии. Это самый его большой недостаток. К этому мы еще вернемся, пока это все рано понимать, чтобы не забивать голову. Давайте начнем с Гарпи и будем рассматривать ее скиллы, чтобы вам было проще понятно, о чем идет речь. Смотрите, первый ее навык, самый первый, он кастуется чуть позже 6 секунды, а не то, как здесь указано. Он наносит урон крестом. Снимает одно усиление и ресает вот эти вот, получается, свои дымки. То есть, ну, миньонов, давайте хорошо назовем. Люка! Bueno! Пиню! Bueno! Пиню! Bueno! Когда она это делает, разумеется, нам становится плохо. Прикол в чем? Так как этот босс наносит урон крестом, давайте просмотрим вот так лучше. Вот, идет у нас тайминг. Смотрим на X1, видите? Она кастует вот сюда, вот этот зеленый кружочек. Видно? Надеюсь, меня там вебка не закрывает. В общем, когда она кастует, она сразу задевает только 2 цели. Если вы во время расстановки поставите героев неправильно, да, то есть, например, вот в такое вот положение, тогда вам будет очень неприятно. Смотрите, вот вы поставили этих героев вот так, и теперь прошелся урон, извините, сразу не остановил, по всем этим героям. И это плохо. Это... Зачем получать лишний урон? Хилу будет сложнее отхиливаться, а Иурион больше поглотит в себя урона. Это не должно быть так. Поэтому обязательно с расстановкой помучайтесь, чтобы желательно у вас стояли вот такие герои, то есть вот именно вот здесь, не вот так, а вот так именно. Почему вот, допустим, вот сюда хила ставим? Да потому что очень просто. Она живучая по сравнению с другими героями. Неважно. У вас может быть это Торин, может быть и Стелла, мы дойдем еще до состава. Я сейчас пока рассматриваю скиллы. Затем второй навык просто наносит сразу по всем, да? Вот, наносит урон, дает всем союзникам щит на основе ее максимального здоровья. Тот самый момент, когда вы понимаете, что, твою мать, какие огромные щиты, как это пробить. И да, это большая и огромная сложность. Именно для этого нам нужен Эурион.
Почему? Потому что он с помощью своего боевого навыка может снимать вот эти как раз-таки щиты. Мы его ставим именно вот сюда, для того, чтобы он снимал с дымка своим боевым навыком, да, и, разумеется, с гарпи. Но, по-моему, даже не особо важно, можно и сюда поставить. Но я поставил сюда для того, чтобы первый навык бил именно вот в эту область, а не вот сюда и, допустим, по видимиру. Это, ну и вообще крестом он так заденет. Поэтому смещаем сюда наверх, ставим сюда смело в этой расстановке. Это важно. Я буду любить тебя, а ты научишься любить меня. Такова воля Божья. И смотрим, получается, ее ультимейт. Она просто наносит 3 удара ногой подряд. Вот и все. И это плохо. Почему? Потому что есть такая штука, как вот эти вот дымочки. Эти дымочки, вот здесь вот самый интересный как раз момент будет, наносят очень много урона. Вы посмотрите на параметры их атаки и параметры атаки босса. Чувствуете, да? Чувствуете, чем запахло? Эти дымки на самом деле просто нереально много урона наносят, но их скорость атаки очень низкая. Прикол в чем? Когда они атакуют, то у них есть шанс помочь, получается, боссу еще получать стаки, которые будут увеличивать их урон. Каждое ослабление снижает этот шанс на 20%. А это что означает? Чем больше ослаблений будет на дымках, тем меньше шанс помочь гарпии во время ее атак. Более того, когда мы уничтожаем эти дымки, босс получает 5% от макс ОЗ в виде истинного урона. Истинный урон проходит сквозь щиты. В этом как раз таки весь и прикол. Когда вы убиваете этих дымков, урон идет чистый и сквозь щиты. В этом как раз таки и заключается механика этого босса. А у босса пассивка такая. Когда она атакует одиночную цель, 100% шансом может наложить на одного дымка повторение эффекта ярости, отправить его на помощь, атакуя ту же цель. Каждое ослабление дымка снижает вероятность на 20%. То есть все то же самое практически. В общем, вешаем, получается, какие-то дебафы, и тогда они не особо будут нам танка уничтожать. Вы же замечали, что ставите любого танка, и он просто по щелчку пальца просто умирает. В этом как раз прикол. Неважно, сколько вы хилов поставите, он обязательно у вас, скорее всего, сдохнет. Можете хоть, не знаю, Торином обмазаться, вот сюда вместо Вориша поставить. Можете. Это может дать вам выживаемости. Пожалуйста. Я не говорю, что с Воришем точно все будет замечательно. Вот как раз сейчас идем до составов. Так как мы посмотрели описание, из чего сделаем вывод? Во-первых, нам нужен штраф атаки, это обязательно, потому что сама гарпия ультой будет дамажить прилично. Плюс еще она может дамажить с помощью своих навыков тоже очень прилично. АОЭ я бы не сказал, что прям сильная на самом деле. В целом нам не так уж сильно выживаемость для наших РДД. Тут основная проблема именно в танке. И Орион самый лучший танк в этом плане, у него выживаемость просто колоссальная. Один из самых живучих, наверное, танков в игре. И давайте смотрим. Пассивка, да, это понятно, все здорово. Я думаю, описывание не нужно сюда, да. Вот эту шмотку можно заменить, это честно просто так поставлено ради характеристик, да. Здесь потому что есть защита и точность. Тупо ради характеристик, не более. Можете, пожалуйста, поменять. У меня просто нету шмотки подходящей, честное слово. Ему обязательно ставим вот этот сет. Для чего? При каждом получении урона владелец получает 1% готовности абсолютного навыка. Вот это для нас самое важное. Чем чаще мы будем кастовать ульту, тем будет лучше. Понимаете? В этом как раз-таки весь и подвох кроется. Вот этот сет самый лучший из всех, что только может быть вообще на него. Здесь вот, кстати, если у вас будет мифический артефакт, вот здесь, который даст неуяз при снижении хп, да, там он на 3 секунды, получается, где-то дает, ставьте, он очень хорошо забустит. Еще забустит артефакт, знаете какой? Артефакт, говорю, снаряжение, который, получается, у нас дает буст. Да, вот полученные владельцам усиления шансом 50% могут быть усилены и не могут быть рассеяны. Вот этот, скажем, и тем очень тоже хорошо бустит. Так что имейте в виду, это реально хорошо повышает выживаемость. Босс не сможет рассеивать у вас какие-то серьезные бафы, это во-первых. А во-вторых, они будут усилены. Что тоже неплохо. Дальше, наверное, вы уже заметили, я использую вот этот артефакт. Маска Жаворонка. Урон, получаемый владельцем, будет снижен на 3% за каждый тип, имеющий... Короче, за каждый тип усилений. На 3%. Максимум 5%. Так как и Орион у нас будет получать довольно-таки много усилений, да, со своей вот ульты. Он раз, два, три, ну, грубо говоря, еще вот она накидывает. Но, тем не менее, это очень даже хорошо, да. Вот можете здесь даже увидеть усиление защиты, она еще кидает, что тоже очень неплохо. Торин тоже накидывает нормально так бафов, поэтому... Имеет смысл ставить этот артефакт. Можете поменять его на какой-то другой, но лично мне показался вот этот артефакт сильно недооцененным, я его хочу раскрыть побольше. Затем, как вы уже заметили, по талантам у меня почти нигде в гайде не будет такого, что они прокачаны на максимум и там ура, как это нафармить, алло.
Здесь просто минимальное вложение, абсолютно. Берем обязательно среднюю ветку, она даст наибольшее количество выживаемости. Так, наверное, по Иориону почти все, за исключением того, что я не сказал, то, что нам нужна точность. Точность нам обязательно для того, чтобы мы накладывали штраф к атаке 2. И, получается, рассеивали щиты с помощью этого навыка. Ну, рассеивать даже не обязательно, честное слово. Вот, ну, вот, это все, что нам вообще требуется. Точности надо где-то 250, это минимум. Дальше уже особо разгонять нету смысла. Почему? Потому что вот связь стихий, блин, меня, наверное, вебка закрывает, да? Давайте уберу. Вот связь стихий, она везде одинаковая, во всех вообще пачках. Здесь есть такая штука, как точность 50, вы ее видите на экране. И сопротивление 50, это тоже в будущем пригодится. Вот в этом как раз таки загвоздка. Здесь дальше, наверное, мы перейдем к Эстеле. Эстеле мы обязательно берем вот этот сет. Не обязательно 4 штуки ставить, это я так поставил просто, чтобы было понятно, что если что, впихивайте сюда, что хотите. Абсолютно, что хотите. Здесь, разумеется, я старался разогнать и просвещенность, и ОЗ. ОЗ это, ну, не прям так обязательно, но я посчитал, что вот так. Можете попробовать просвещенность поставить. Ну, я поставил ОЗ, пускай, может, и будет, да. Вот. Ветку я взял среднюю. Можете, конечно, попробовать верхнюю взять. Вообще, верхняя ветка гораздо сильнее хилит. Ну, так как она дает срезание, плюс у нее очень много хп, она должна, наверное, хилить чуть побольше. Ну, можете попробовать, правда, другой. Затем, наверное, я коротко, наверное, просто о ней расскажу. Вот просто вот этот артефакт ставьте, он хорошо лечит, очень сильно лечит. А это нам хорошо так пригодится. Затем, получается, у нас идет вориш. Вориш один из тоже ключевых. Я сделал сет стана для того, чтобы дымки, они могли быть в стане. Это как один из вариантов. Почему? Потому что это нам, ну, как бы пригодится. Вот. Можете вместо этого сета поставить сет кукольника, который позволит нам скиллам откатываться. Это, это будет хорошо. Я его просто здесь не использовал, потому что я решил протестировать именно это. Мне просто приятно с ульты давать станы мобам. Здесь также точности достаточно 250, да даже можно меньше, господи. В любом случае, здесь как-то попроще. Обязательно смотрите, вот здесь вот. Рекомендуем точность 3 сотни, то есть 250. Да, несмотря на то, что здесь вот такие статы, обязательно 250 ставьте. Вот. Дальше, короче, мы смотрим. Здесь идет у нас Рава. Здесь идет сет кукольника. Можете поставить сет братского духа. Тоже вариант неплохой. Это хороший вариант. Здесь я использую, наверное, вот этот шлем. Я, честно, не знаю, зачем я его поставил. Точности здесь и так слишком много. Да, это можно здесь поменять. Но вот это, наверное, это просто урон вам даст. Честно, я не помню, зачем я это поставил. Просто ради урона, наверное. И все. Только ради этого. Здесь руна слабенькая на точность у него стоит. Можно даже ее выбросить, поставить что-то другое. Вам же 250 точности. Вот этот артефакт не обязательный. Главное, чтобы у вас была точность. И все. Он здесь ради точности. Можете поставить, это тоже не будет ошибкой. Затем идет у нас Видимир. Даже здесь можете увидеть, артефакт на него не доточен до конца. Это не ошибка, это просто издевательство, наверное, над всем этим. Если вы докачаете, то, понятное дело, у вас будет больше урона. Это один из самых хороших артефактов, который вот есть в игре для дамагеров. Именно вот, чтобы они дамажили со скиллов. Статы вы видите на экране. Даже смешно, наверное, да? Очень мало шанса крита, очень мало крит урона. Здесь у меня вот тушка, хоть и крутая, но дальше как бы статы довольно-таки слабенькие. Разогнать, скажем так, нормальное что-то, даже у вас наверняка будет лучше. Но серьезно, ну, проще простого. Ветку я и ему, и Раве взял среднюю. Почему? Да, просто. Ой, не среднюю, верхнюю, короче, я взял. В общем, да просто я потому что могу. Неважно, честно, здесь какие особые ветки брать. В Раве можете взять, я не знаю, вообще другую. Если у вас там проблемы с точностью, вот возьмите нижний, пожалуйста. Можете взять вот средний. Ну, вот я так. Ауру я взял, получается, на криты, потому что у нас основной дамаг идет от Видимира. У него он очень большой, на самом деле. Вот. И вроде бы на этом все. Да, вот давайте покажу вот так вот, чтобы на экране было видно примерно, какой итог шмоток я выбрал. Как я уже сказал, мифическое снаряжение ни на что не влияет, они здесь ради характеристик, если только вот для Равы. Здесь у него просто больше урона на самом деле будет. Поэтому можете заменить это тоже просто. И вроде бы нам, казалось бы, не хватит, да, но этот состав может пройти. И я им проходил. Я не использую никакой еды. Я забыл показать самое важное, да, какие тайминги в этой пачке. Вот такие тайминги я использую. А что, так можно было, что ли? Обязательно ставьте именно такие. Таким образом вы сможете только так пройти этого босса. Да ладно, я, конечно, шучу. Очень смешно, больше не отправляй мне эту понял? Здесь таймингов реально нету. Я реально прошел это просто без каких-то таймингов. Мне они не потребовались. На самом деле тайминги нужны, но я их просто не выставлял. И просто давайте смотрите, что получается-то.
На самом деле, пачка, конечно, живет, нормально живет. Но бывают такие моменты, когда точность где-то не пролетает или еще что-то. Видите, Урион еле-еле сейчас у нас выжил. Вот, бывает и такое происходит. И вот таким образом, смотрите, они и проходят. Видите, сколько у Ведьмира урона? До хера, это очень много. И постепенно они так раз за разом будут проходить. Почему я еще использую Эстеллу, а не Эуриона? Это на самом деле хороший вопрос. Почему? Потому что можете использовать, но, как я сказал, это ради экономии свитков. И помимо всего этого, я хочу использовать именно Эстеллу, потому что скорость отката ее ультимейта гораздо высокая. Плюс у нее еще приятные бафы как бы со второго навыка. Поэтому в этом плане она хороша. Как вы можете заметить, пачка стоит вполне нормально. Они могут пройти, но могут со временем упасть, когда будет ничего-то, не хватать. Здесь наша задача просто сливать вот эти вот гребаные шарики, да, которые они у вас уже, наверное, добесили. Видите, Воришный накинул, получается, и стан, и дебафы, и они такие, блин, а как это бить особо? Они не могут. В этом как раз-таки и заключается весь, наверное, трэш, весь такой прикол. Если у меня еще был бы сет, получается, Братского Духа, у меня было бы на 15% больше урона на Ведьмире. А это до хрена. Это на самом деле очень много. Давайте я просто вперед перемотаю это по-быстренькому, и вы увидите результат. Ну вот, мы отмотали уже, получается, ближе к концу. Как видите, пачка проходит примерно это все за 3 минуты. Лукавить, разумеется, не буду. Шанс прохождения где-то 50 на 50%, ну, может, 40 на 60 в хорошую сторону. Вот, есть, конечно, с этим проблемы. Они могут быть. Мы и так слишком бюджетно все это сделали. У вас это гораздо проще будет, понимаете? И больше урона. Поэтому есть с этим проблемы. Они могут быть, но в этом нету ничего страшного, потому что у вас автобои, они могут проходить бесконечно. Они даже перезапускаются до тех пор, пока они, короче, не пройдут. Вы можете это сделать. Но в этом нету ничего такого сложного. Вот. Простая, обычнейшая пачка отпинала эту гребаную гарпию, ну ура. Я понимаю, единственное, что вам нужно сделать, это дать Эуриону достаточно большой выживаемости. В этом как раз таки большая проблема. Вот здесь на защиту, вот здесь на УЗ, и да, видите, точности просто до хрена нужно. В этом-то как раз большая проблема. Но если здесь будет 2 точности, поверьте, вам этого хватит. Вам просто нужно набрать 250 точности. Если у вас не хватает точности, смотрите, идете сюда и крафтите еду, которая будет давать вам точность. Вот здесь, видите, 15 точности. Вот здесь вы можете ее добрать, чтобы было ровно 3 сотни вместе со связью стихий. И все, и босс легко проходится. Как я и сказал, максимально бюджетно. Еще раз покажу, я не знаю, для тех, кто не видит. Вот. Давайте перейдем, наверное, к следующему боссу, который будет для нас, наверное, интересен. Идем по порядку. Проклятая могила. С проклятой могилы действительно появились проблемы, потому что босс требовательный к себе, очень. Я прошел его вот таким составом. Вот это мой герой, Каули Рунала, или как ее там. Это мой герой, я им прошел, другие ребята, они проходили, он, конечно, с помощью Зефи, с помощью одной, получается, Зефи, я не знаю, но бюджетные паки особо никто не создавал. 20 этаж, здесь никто не прошел, даже я не прошел этим составом, поэтому вот здесь вот как раз-таки тот самый нюанс, о котором вот я говорил. Пак стоит, но я его сделал в последний день, я покажу, наверное, другой состав, который я до этого использовал. Вот такой состав я использую для прохождения до 18 этажа. Здесь большой минус в том, что Меган портит вообще всю связь, всю малину. У меня не было никаких связей, я просто построил бизнес, занимался бизнесом, катался на велике. В этом как раз-таки будет большая проблема, поэтому этот пак оказался не самым лучшим. Потому что здесь действительно присутствуют какие-то проблемы. Но здесь я просто шмотку перекинул, так что тоже не обращайте внимания. Здесь те же самые шмотки, что и на Эурионе. Абсолютно те же самые. Итак, давайте перейдем вот к боссу вампира. Вампир, Ксенос, как угодно называйте. Вот это наш самый, наверное, один из самых нелюбимых боссов будет именно в этой игре. Потому что он реально бесючий. У него скиллы очень много наносят урона. И в этом большая как раз-таки проблема. Давайте начнем здесь как раз-таки не с пассивки, а с первого боевого навыка. Первый боевой навык дичайше сильно его бустит. Дает целых 2 бафа. Если вы их не снимете, вы проиграете. Поэтому нужно их снимать. Счастье в чем? То, что он, когда кастует его, он очень долго бездействует в это время. Но это реально занимает у него какое-то время. И атак, количество, которое он наносит простыми атаками, очень мало.
Затем, получается, есть вот такая штука, как ни хрена себе сколько урона получаете, и ваш танк, скорее всего, будет умирать. Самый обычный танк, типа Гариус или что, они могут ваншотаться. Особенно, если есть вот такие бафы, этот навык любого практически танка может заваншотать. Имейте в виду и будьте с этим реально очень осторожны. Очень осторожны. Это опасный навык. При этом, чем больше он нанесет урона, тем больше он получит щитов. А зачем нам повышать выживаемость, да? Это, ну, будет неправильно. И самое, наверное, мерзительное, что есть в этом боссе, это его ульта. Это самое опасное, что у него вот есть. Область поражения, как вы видите, вся карта, от этого не убежать, и наносит просто нереальное количество урона. Как я и говорил, залог успеха в том, чтобы читать скиллы. Смотрите, снимает одно усиление с каждого из врагов, то есть с вас, и наносит урон омертвлением. Урон против врагов без усиления дополнительно увеличивается на 50%. А что это означает? Это означает, что если у вас нет никаких усилений, тогда вы сдохнете. Серьезно? На, серьезно, ты не верил. И в этом как раз-таки самая большая проблема. Вам, скорее всего, придется вешать какие-то бафы, которые либо нельзя рассеять, а таких, ну нету. Вы на всех сразу не сможете это повесить. Либо вам придется просто вешать два бафа. Один он рассеет, да, а другой останется. Сначала босс рассеивает, а затем наносит урон. В этом как раз-таки и вся большая проблема. Если бы он это делал наоборот, это был бы очень простой босс. Но теперь это один из самых сложнейших боссов. Более того, когда он на вам наносит урон с помощью ульты, да, он уменьшает ваше ОЗ максимальное, он его сокращает. И еще он крадет 15% от вашего ХП и преобразует в свое здоровье. Он вампирится. Это жестко. Поэтому это большая проблема. Для того, чтобы его пройти, да, как я и говорил, нужно будет использовать определенные составы. Я, по-моему, дошел вот этим составом, который вы видите, до 18 этажа. Он довольно-таки простой, обычный. Вот эти двое наносят достаточно много урона. Вот этот Фрубат, он, конечно же, хилит, но хилит он только вот этих двоих справа он не хилит. Он хилит, получается, вот первые трое, то есть и себя, и вот этих двух мили ДД. В этом тоже неприятность, и плюс он еще штраф, получается, к атаке дает. Штраф к атаке здесь обязательно. Затем Дейн. Дейн, он снимает целых 2 усиления с помощью своей ульты. А Меган это особенный герой, потому что героев, которые могут вешать одновременно 2 бафа, очень мало. И Меган, она как раз-таки это умеет делать с помощью своей ульты. Это она делает вот так, смотрите, то есть она кидает усиление защиты 1 и длительное восстановление. Она у меня кастует вот, если надо, вот тайминги. Но я сейчас вам покажу другой состав, если что. Вот, здесь поставил на 12 секунд, чтобы она раньше, видите, у нее ускорение навыков есть, поэтому, чтобы она вначале ходила, потом это. Фрубат тоже можете поставить тайминг на 12, это не критично. Вот, то есть это все, короче, нормально будет. Дейн у меня, вот, пожалуйста, тоже ворует. И они все откатываются. Почему здесь 18 секунд и здесь 18 секунд? Да потому что ульта Меган сама по себе, она будет заливаться, ну, там, такой удачный состав по ушмоту, да, она поглощает часть, получается, в себя, и она боевым навыком усиляет нашего Фрубата и усиляет себя. Пойдет, короче. То есть здесь, типа, все было окей. До тех пор, пока я не столкнулся с тем, что они умирают. И баф от Меган как-то очень кривовато на самом деле лежал. И затем я сделал вот такой вот состав. И он мне очень понравился. Давайте мы его рассмотрим поближе. Здесь Иурион точно такой же практически, за исключением того, что мы дали ему больше выживаемости. Здесь мы тушку взяли. Я вижу, да, типа, 4 прока в защиту, ля ты крыса. Не волнуйтесь, я взял вот это. То есть здесь взял на сопротивление, чтобы у меня меньше было характеристик, да. Там 300 защиты где-то я потерял. Ну да, я еще и здесь как бы на защиту получил. Можете вон посмотреть. Да, здесь хорошие шмотки. Здесь, как видите, вообще ничего нету. Точность, ОЗ, просвещенность. То есть не смотрите, что здесь 4 стака. Я не пытался прям сильно. Мне просто вот повезло. Вот у меня просто других тушек нету. Я не вру, не серьезно. Вот. Где у нас эта защита? Сени дуба. Видите, у меня их просто нету. И перчатка, вот если есть, то она вот мне такая вот выпала, а мне надо вот была именно на защиту. Видите, даже здесь перчатка на просвещенность, что... Ладно, прощаю. То есть здесь я прям сильно не упарывался в статы. Вы можете дать больше выживаемости, это будет здорово. Как я и говорил, таланты, они как бы есть, но не скажу, что их прям много. Сейчас до таймингов мы еще дойдем, это я что-то замискликал. Смотрите, Иурион стандартный, у него просто должна быть выживаемость. Не обязательно его делать точность. Вы можете сделать точность, но это сути на самом деле не меняет. Будет довольно-таки сложно, если вы попытаетесь сделать так, чтобы он боевым навыком резал атаку. А если он не порежет атаку во время ульты, а? Ну плохо же. Поэтому здесь надо быть реально осторожным, поэтому я лучше перебздю. Здесь Иурион нужен для чего? Для того, чтобы вешать баф защиты союзника. Он дает баф. Это нужно. Поэтому это важно. Поэтому танк, который вешает баф, это здорово. Вместо него вы можете использовать Гариуса с посохом, но тогда вам потребуются другие герои.
В общем, думаю, тут все просто. Поставил именно этот сет, который при снижении здоровья будет его хилить. А поверьте, здесь это нужно будет. Ему нужно побольше выживаемости, босс его будет очень сильно бить, плюс он еще будет впитывать урон со всех союзников. Лучше дайте ему вот такой вот сет, он реально будет получше. Как обычно, я использую маска жаворонка, можете использовать другое что-то. Здесь уже прям не сильно критично, но желательно. Затем, самый важный элемент — это Виньяра. Виньяр у меня без свитков. Это плохо, с этим у меня большие проблемы, но я постарался с этим как-то повозиться, и мне почти удалось. Здесь я собрал именно вот такой сет, получается, шлем предков. Там, мы собираем здесь, допустим, атаку, желательно атаку ей давать, ну, можете еще УЗ дать. Критично, конечно, здесь ничего такого, но вот точность надо. Для ульты. Почему? Потому что это нужно. Ускорение навыков желательно. У меня нету ни одной руны, которая даст мне ускорение навыков. Здесь вообще, вот видите, какая руна валяется. Была бы у меня на ускорение навыков, чтобы было около 20, да, то мне было бы гораздо проще это проходить. И вы сейчас, короче, все увидите. Тут и просто все увидите. Думаю, по Виньяре все нормально, все понятно. Таланты можете брать любые. Я взял именно эту, просто для того, чтобы точность как бы лучше проходила. Можете вот это взять, чтобы у него больше хп было, ну, по оригену. Можете хоть вот это взять, ну, я не знаю. Здесь смысла нету нижнюю брать. Вы не сопротивляетесь, у босса нету никаких дебафов. Поэтому либо средний, либо верхний, это вообще не критично. Как вы уже сказал, Виньяра абсолютно без навыков. Хоть и проблема как раз таки в том, что изначально откат 17 секунд. Это очень плохо. Если он у вас будет прокачан хорошо, то где-то до 12 можно это разогнать, или там 13, не помню. В общем, в этом как раз таки большая проблема. В откате изначального навыка. Вы это увидите, до этого дойдем. Рава у нас используется с сетом кукольника. Ну, то есть то же самое, как до этого, да. То есть он просто кидает свою ульту и начинает откатывать всем. Так как у меня вот эти 4 героя заморозки, по таймингу они начинают очень хорошо находиться. Тия, у нее изначально получается откат навыков очень хороший, да, где-то 16 секунд, и ей даже не надо откатывать навыки, она и так сама по себе, короче, хороша. Можете попробовать поэкспериментировать. И это я дал ради характеристик, атаку. Честно, смотрите, у нее вот эта тушка стала на атаку. Можете сделать на просвещенность. Просвещенность ей больше дает хила, если что. Если что. Можете взять сюда тиару. Тоже можете. Но почему я дал атаку? Для того, чтобы она наносила лишний урон дополнительно. Я пожертвовал своим хилом для того, чтобы она больше дамажила. Почему-то она у меня здесь на тестовом сервере очень часто критует. Вы это увидите. С помощью ульты она где-то по 80 тысяч почти дамажит. И это как-то странно. У нее, видите, шанс крита довольно-таки маленький. Она 10 из 10 давала крит. Это дохрена. Это очень часто. Затем, получается, вишенка на торте — это Равена. Равена, она у меня одета вот такой вот сет. Можете ей поменять вот эту подкову на, опять же, глаз гиганта. Это даже лучше будет. С глазом гиганта она у меня где-то по 240 тысяч дамажит с ульты. Равена почему используется? Потому что вот у нее есть такая пассивка замечательная. За каждый имеющийся у героя 5% шанс крита, она игнорирует часть защиты, но не более 20%. То есть вешаем, получается, дебаф со штрафом защиты, а потом она еще игнорирует часть этого, скажем так, часть этой защиты. И это все. Здесь действительно можно взять ауру либо на точность, если у вас ее мало, да. Здесь вот у меня вроде как достаточно, да. То есть 250 у меня будет, правильно? Правильно. Поэтому можно поменять. Допустим, возьмем на криты. Можно хоть здесь есть еду, но давайте посмотрим. Во-первых, этот состав очень нехорошо его проходит. Проблема только в чем? В том, что когда они дудосят, по выживаемости вроде бы все нормально, но у меня не хватает урона. Если у вас есть герои, которые будут дамажить вот по ДПСу больше, чем Равена, можете использовать. Главное, чтобы они были РДД. Это важно. Почему? Потому что Тия, она накладывает баф. Видите? Сейчас вот на экране. Как раз это именно и произошло. Тия накинул баф с помощью своей ульты. И при этом, если она похилит, она еще накинет получается, своей веткой талантов, средней, да, еще на ваших РДД. Здесь идет снижение урона. Вот этот щиток, вот здесь вот я сейчас курсором ввожу, вот как раз таки он появился именно от этого. И таким образом у нас раз, два, три, четыре бафа. А это дохрена, сами понимаете. 4, мать его, бафа. Это много, но здесь хорошо 3. Тут у нас еще Виньяры как бы бафы. Тем не менее, это отлично. Босс начинает ультовать, и вот что произошло. Все целы, все живы, и все в порядке. То есть мне не нужно давать никаких щитов. Сейчас я перезапущу, потому что это важный момент, который я проморгал. Смотрите, будем это делать в замедленном действии, чтобы вы поняли. Здесь речь идет о Виньяре. Почему? Она вот без свитков как раз таки плоха. Видите, ульта босса почти вот сейчас начнется. И перед этим
и его боевой навык еще не скастовался. И этот боевой навык может ваншотать ваших танков. Ваша задача ультануть Виньярой до того, как он ударит этим навыком. Вам надо рассеять вот эти два бафа, и при этом нужно еще наложить штраф атаки. Тогда танк у вас будет по выживаемости чуть лучше. Если он у вас ваншотается, то вот из-за этой проблемы. Но так как Иларион довольно-таки жирный танк, он выдержит это. Смотрите. Он кастуется не сразу, а где-то на 14 секунде. Если вы поставите тайминг, чтобы Виньяра ультовала на 14 секунде, будут проблемы. Он нанесет урон раньше, чем у ваша Виньяра ультанет. Поэтому надо ставить тайминг на 13,5. Видите? Сейчас он готовится ударить, и сейчас будет больно. Моя Виньяра уже должна понизить. Ей не хватает. Ей не хватает ускорения навыков для того, чтобы это совершить. Поэтому нужно, чтобы Виньяра это сделала. Но мне этого хватает. Он ультанул раньше, но при этом отлично живет. Поэтому ничего страшного у меня и не произошло. Но в вашем случае, если будете использовать другого танка, это будет критично. Видите? Дальше Виньяра ультанула, сняла все, накинула заморозку, и все. И дальше все идет по базе. Бам! 234к она наносила урон. Но имейте в виду, она же не только с ульты дамажит, она из простых атак, из боевого дамажит. Вот, вроде бы все отлично, вроде бы все хорошо, да, но сейчас вы увидите как раз-таки всю проблему, всю боль, которая тут имеется. Видите, все вроде бы отлично идет, но порой бывают какие-то нюансы. Например, Тия с помощью боевого навыка не всегда может нормально похилить. Вот сейчас получилось очень хорошо. Да, она это сделала. Она с боевого навыка может хилить нашего Илариона. Она выбирает его и дополнительно хилит остальных, если есть на то возможность. Видите, все работает как часы, все работает в порядке. Но как я уже говорю, есть проблемы. Вроде бы они ни хрена не пробиваются, да? Вы это видите, это действительно так, они живут вполне отлично. Но это как раз-таки ложное чувство. Смотрите, будет такой скоро момент, когда кого-то из моих РДД очень сильно продамажит. Но пока этого еще не происходит. Но такой момент обязательно будет. Мне здесь просто хватает урона, а вот на следующем вампире уже его просто не хватает. Если за 2 минуты я продамажу больше половины хп, значит я точно пройду. Как видите, мне вполне хватает. Вот тот самый момент. Равена получила слишком дохрена урона. Я не знаю, почему это так, но это так. Вот это произошло. Я не могу сказать, почему это происходит, но такое бывает. Будто босс, он вроде бы убрал один из твоих бафов, да, но при этом он наносит еще кучу урона, как будто не засчитывает это. Возможно, проблема заключается в чем-то там другом. Не могу сказать. Возможно, есть какой-то баг определенный. Ну, как вы видите, этот состав вполне легко проходит. Главное, чтобы ДПС, например, у той же Равены на 19 этаже был вполне приемлем. Видите, больно. Очень больно прилетает нашей Равене, и ее максимальному здоровью может не хватить. Еще есть момент того, что наша Виньяра, она может не накинуть, получается, штраф атаки и заморозку, и рассеять, например, навыки. А может один рассеять, а второй не рассеять. У Виньяры есть такие проблемы, это называется критический провал. То есть шанс 100% никогда у вас не будет в игре, ни на одном. Я уже говорил в одном из гайдов, то что точность никогда не может быть 100%. Будь у вас 1000 точности, всегда есть 2, 4, 6% шанса того, что у вас какое-то из действий, где требуется точность, может не совершиться. Это нормально, это часть игры, и она из ДНД вселенной. Вы как бы бросаете кубик на каждый из этих действий, и кубик получается D20. Понимаете? И если вам падает единичка, грубо говоря, на этом кубике, у вас может не пройти какой-то из дебафов. А так как у нас Виньяра, получается, вешает 2 дебафа, рассеивает 2 навыка и откатывает еще полоску. Она может и не откатить полоску боссу. В этом как раз колоссальная проблема как раз-таки Виньяры. То есть она где-то 5 действий совершает, и это у вас, значит, в 5 раз больше шанса зафейлить одно из этих действий. И это очень-очень тяжело. 19-ю они проходят легко, без проблем. Здесь ничего такого. Да, есть шансы всегда на провал. Это я, конечно, гарантирую вам, что они будут. Да, я вам сейчас покажу все тайминги. Вот, 20 этаж, они стоят тоже нормально. По выживаемости более-менее окей, но лучше на самом деле ее поднять. По шмоткам, думаю, тут все понятно. В целом у меня то же самое, что и на Гарпии практически. Ну, суть та же, да. За исключением, что у нас она бафает, получается, на урон дополнительно, чтобы мы его где-то нашли. По таймингам, вот, смотрите. Здесь все тоже очень просто. Рава кастует на 12 секунде. Чтобы он успел настакать с помощью своей ульты больше стаков Мороза. Ну, это не обязательно. Но самое главное, чтобы он за 5 тиков точно уж расколол защиту босса.
Это тоже я уже рассказывал в одном из роликов когда-то, что нужно больше количества ударов. Поэтому важно, чтобы был, знаете, отрывок между ультой Равы и ультой Равены. Да, вы можете это делать на 20-й секунде, на 18-й секунде, да, но я сделал на 20-й, потому что у меня Ти, она еще вешает дополнительно баф. Уж лучше я чуть-чуть потеряю. Я думаю, что так будет практичнее, но не факт. Вы можете по-своему все это решить. Вот. Виньяра, она кастует на 20-й секунде. Этого хватит для того, чтобы всем всегда ровно хватало именно времени для того, чтобы сделать все свои действия. Вот. Здесь желательно, чтобы она кастовала на 13,5 секунд, но, как вы видели, в целом это не прям уж сильно критично, если у вас есть Аурион. Если у вас Ауриона нету, тогда уже да. Тогда здесь уже будет критично, чтобы был такой тайминг. Так, думаю, с таймингами все в целом понятно. Ни в коем случае не ставьте 14 секунд, это будет фиаско, братан. Это прям большой фиаско. Здесь 15 секунда, ну, можете поставить любое другое. Это я тестировал, можете хоть 12 секунду поставить, чтобы он вместе с Равой как раз-таки было. Да, но не позже, конечно, Равены, это важно. Чтобы у Равены было больше урона. Как я и сказал, Ти можете давать просвят. Просвят дает ей больше хила. Но так как я поставил атаку, она почему-то начала у меня критовать знатно. Причем очень сильно критовать. По статам я давайте быстренько покажу. Вот так. Вот так. На паузе вы посмотрите. Потому что сейчас времени уже нет, а то гайд слишком сильно затянул. По талантам все, видите, тоже довольно-таки бюджетно. Здесь глаз гиганта поставьте. Шмотки, кстати, у Равены говнище. Здесь, кстати, это год, да, не спорю. Здесь уже не говнище. Но вот тушка такая... Ну, можно гораздо лучше все это найти. Гораздо лучше все это найти. Уверен, что у вас есть. Вот, если, как я сказал, не хватает вам точности, берите вот здесь баф. Защита и точность топовая, что вот вообще есть. Желательно вашим всем РДД иметь около 2000 защиты. У меня здесь этого нету, и из-за этого они очень сильно получают по лицу, особенно Равена. Поэтому если вам не хватает выживаемости, но есть урон, берете, меняете руну на защиту плоскую, а дальше уже должны статы быть на урон. Это не ошибка будет, это правильная вещь. Да, вы потеряете урон, но в этом нет ничего такого. Жаба. Жабу я до 20-го не прошел, да, но у нас прошел его Горекс. У Горекса есть видео, как он это сделал. У него просто хватает урона, у меня его нету. Здесь используется почти все то же самое, понимаете? Но он взял читерную перчатку, которая наносит до хрена урона. Извините, я так делать не собираюсь. Плюс он еще таланты всем прокачал, что тоже неприятно на самом деле. Я это не использую. Но у него здесь нету мифических артефактов, у него вот есть корона. Вы то же самое можете сделать, вот как я сейчас показывал. Можете взять корону вместо того мифического артефакта. Давайте попробуем. Давайте сразу на 20-й. Чего уж там мелочиться. Здесь проблем в целом никаких особо нету. Пачка живет стабильно. Здесь я собираюсь использовать, нет, не этот состав. Где он у меня? Жаба free-to-play. Да? А, нет, этот состав. Здесь я буду использовать вот этот состав. Здесь я использую Ладелию. Да? Давайте сейчас быстренько загрузим. Не обязательно. Вы можете взять Изитирина. Ладелия, это бесплатный герой, который дается всем. Здесь прям вообще. Чтобы вы понимали, я ей свитки даже не давал. Это мне не нужно было. Просто, я даже ей таланты не качал. Взял все максимально бюджетно, здесь поставил просто вот эту шахмату. Блин, ну сами видите. Вы можете поставить Изитирина. Изитирин это тоже получается герой призыва, что тоже неплохо. Да, вот. Это просто ее младший брат, который наносит тоже очень много урона. Вот. Пожалуйста, берите. Это легко, если что, меняется на случай, если вы просто не хотите. Но я ее поставил, потому что могу показать, что да, она будет наносить больше урона, чем Изитирин. И даже ей не нужно вкачивать свитками-навыками. Ладелия плохой герой на самом деле, это я вам честно говорю. Вот, здесь в чем весь прикол. Основная часть прикола это в Торине. В этом как раз таки весь кроется таки нюанс. Но у нас есть большая проблема. Это в том, что босс вешает дебаф на откат навыков. И это большая и огромная проблема. Да, вот с этого получается. Давайте начнем с описания как раз таки скиллов. Смотрите, он начинает глобальную атаку, вешает стаки яда и штраф скорости перезарядки на 10 секунд. Это означает, что ваши скиллы будут откатываться на 3 секунды дольше. То есть, допустим, не 20 секунд, а 23 секунды. А у босса полоска ульты 18 секунд. А? Вот, 18 секунд. Что делать-то? Как это в таком случае? Вот он кастует, и мне плохо. И, разумеется, как быстрее него сходить? Торин это не может сделать, Тия тоже не может сделать, но при условии, если у нее есть часы, да, как это сделал тот же самый Горекс. Он использует часы на Тии со словами, что без этого вы не пройдете, вы пройдете. Я вам гарантирую это. Смотрите, здесь как раз-таки в этом и кроется нюанс, то, что вы не можете защититься стабильно от этого. Затем получается вот этот навык порча. Очень много дамажит АОЕ, просто много, очень много. И более того, он перекладывает ослабление себя на вас. И от чего вы просто реально приохренеете. У него бесконечный штраф атаки, и если он попадет по вам,
если у вас нету защиты, получается, от навыков, то тогда вы получите бесконечный штраф к атаке. И ваши ДД будут плакать. Это большая проблема. Вот этот навык самый противный. Но следующий навык, кажется, тоже вроде не хухры-мухры. Он начинает поглощать и хилиться. Но так как есть такая штука, как невидимость, он не может скастовать этот целенаправленный... Он не может скастовать эту целенаправленную ульту и нанести вам достаточно много урона вашему танку. И таким образом невидимость вас будет спасать. Опять же, ауру, ну, можете вот на точность, можете на сапру, не обязательно. Вы можете сделать так, чтобы, допустим, у Тии была сопротивление. Ну, короче, там можно посмотреть пачку Горекса, как это они делали. Но я хочу вам показать свою. Смотрите, что произошло для тех, кто сейчас не заметил, что было. Меган, она сама себя заполнила. Да, и вроде бы все отлично, да, но нахрена? Смотрите, она ультует, и вместе с ней это делает Тия. Бам! Проблема у меня решается сразу же. И босс начинает тестовать свой навык, и ни на ком нету таких приколов. Если вы попробуете дать Тии очень много ускорения навыка, простите, много ускорений навыков, если собираете дать, то вы реально приохренеете. Даже я сейчас ей дал очень много навыков, и без Меган, давайте ее уберем, вы не успеете это сделать. Смотрите. Просто смотрите и наблюдайте. Видите? Вы не успеваете. 70 к откату навыков — это и так слишком дохрена. Вы столько можете не найти. В этом как раз-таки и большая проблема. Да? Здесь Меган нужна вот именно для этого. Я пытался сделать так, чтобы Меган боевым навыком лечила именно Тию, для того, чтобы заполнить ее ульту. Так тоже можно. Но почему-то она не делала. Как бы я ни старался поставить Тию первый на 100, а всех остальных потом, есть такая фича. Вот. Она не может ей нормально заполнить ульту. Но мы же можем сами себе заполнить, правильно? Поэтому здесь как раз-таки переходим к шмоту. Здесь я поставил маску жаворонка, как обычно, везде я ее сейчас буду использовать. Здесь получается, ну это тоже без разницы. Я здесь почему-то вот эту поставил перчатку, честно не знаю. Любую берите, здесь это все. Меган вообще не критично одевается, как хотите. Желательно там защита, хп ей надавать и все. Больше ей ничего не надо. Не надо ей никаких ускорений навыков. Этого хватит. Все, больше не нужно. И смотрите, здесь идет сет кукольника, она сама себя заполняет, она ходит раньше, чем Тия, и так как она себя заполнила, сетом кукольника она откатывает навыки вообще всем. Вообще всем. Да, вот она тем самым позволяет быстрее ходить всем. И таким образом вы спокойно по таймингу в 18 секунд будете укладываться вообще всеми героями. Так как они все из омертвления, у них нету с этим вообще никаких проблем. Вот. В этом как раз таки прикол и фича, что без этого вы можете пройти. Но если у вас есть артефакт, часы, да, давайте я вам покажу. Вот здесь вот такие вот часики. Тогда вам Меган не нужна. Серьезно, она вам буквально не нужна. И вам достаточно использовать Торина и Тию. Это все, что вам понадобится. Вот. И это все, по сути, из дев-составляющей. Торин, вот, он у нас поглощает часть урона в себя со всех. Это важный сет, обязательно его берите. Это не несет какой-то смысл, он просто так одетый. Он, видите, ну, сами, нахрена мне атака и точность на Торине. Плюс это бонус тоже ничего не дает. Ну и, разумеется, чтобы он хилил, конечно же. И обязательно сейчас увидите, что это все надо зациклить с невидимостью. Здесь стоит садок. Садок у меня стоит на раскол, плюс, получается, баф от 3 ушей. Да, здесь он просто нужен ради раскола. У омертвления большие проблемы с этим. Здесь он просто 3 раза бьет, и раскол лучше вешается. Здесь я поставил Ладелию. Именно вот в такое положение. То есть по расстановке, видите, как я поставил? Если вы поставите близко, тогда босс вторым навыком будет бить сразу двоих. А так он бьет только одного и вокруг него. Босс, я что-то не пойму, кто где. В этом как раз-таки весь и прикол. Смотрите, просто увидите, что сейчас будет дальше. Просто мы запускаем и наблюдаем за тем, что у нас здесь происходит. Первый у нас ультует, разумеется, Меган. И одновременно получается Тия. Она вешает баф невидимости на всех. Сейчас скастовался обязательно, видите, то, что по таймингу у меня еще ни один ДД не сходил нормально. Садок еще не сходил. Сходил, пускай вот эту вот бабу у меня, Ладели, похер. Главное, что Садок не сходил раньше, чем вот он скастует этот навык. Если он сходит раньше, количество ударов с его боевого навыка будет больше. А мне это не нужно. Теперь у нас идет Ладелия. Лучше, чтобы Садок на самом деле шел. Но так как я свитки не дал, я не смогу тайминги подделать. Вот, все, пожалуйста. Он расколол защиту и начинается идти урон. Так как он съел Феникса, да, мне вообще плевать было. Абсолютно плевать. Ну, съел и съел. Сейчас мы еще к нюансу расстановки перейдем снова. Давайте. Видите, сколько Тии снесло? Охренеть, как до хрена.
И теперь снова получается, она что-то кастует там свою ульту. Торин прям вот сразу вот здесь вот начинает кастовать. Босс промахивается, и ничего не происходит. Он не может никого поглотить. Теперь ходит у меня Тия. Снова на том же самом тайминге. Инвиз бесконечный. Тия может хилить постоянно. И таким образом у меня все живет стабильно. Вот как бы вы не хотели, но эта пачка живет очень хорошо. У вас как бы и так 3 саппорта, грубо говоря, 3 хила. Конечно, вы будете жить хорошо. Тут даже, по сути, нам танк-то не нужен. Единственная проблема, наверное, была в том, что... Вот, видите? Вот этот навык наносит слишком много урона. В этом как раз-таки большая проблема. Можно сделать так, чтобы Торин кастовал ульту раньше. Возможно, это будет дать больше выживаемости. Я еще не успел пробовать, у меня времени не так много, чтобы этим всем заниматься. Вот. Это, наверное, единственная проблема, что босс начинает кастовать очень много урона. Если вы как-то сможете повысить выживаемость для ваших ДД, то тогда здорово. Но минус в чем? Мне еще не хватает и урона. У меня большие проблемы с уроном. Вы сами видите, какой у меня урон низкий. Если у вас будет хороший ДД, например, премция. Премцу берете вместо ладели, и вы это проходите. Премца очень сильная, тем более, что у вас тут садок как бы есть. Если что, он будет раскалывать броню. Так что вот, пользуйтесь. По выживаемости, как я и сказал, здесь вполне все отлично. Видите, все очень просто. Давайте с таймингами и расстановкой разберемся. Смотрите, для того, чтобы вы не обосрались, сразу говорю, Торина ставим вот сюда наверх. Для чего? Чтобы он свою пассивку никому не дал. Если он даст кому-то свою пассивку, таким, например, вот сюда, Феникса, да, Феникс, он, конечно, у нас умирает, но босс, он как бы хилится об этого Феникса и выплевывает куда-то не пойми куда. Лучше, чтобы этот Феникс побыстрее, на самом деле, сдох, да и даже если не сдох, пускай живет, вообще пофигу. Вот, Торин, я его поставил вот именно сюда, чтобы он просто пассивкой никому ничего не мог дать и помочь. Когда он дает свой, получается, навык, да, получается кому-то, здесь вот написано на ульте: отмеченный союзник не получит усиление невидимость, но получит невосприимчивость к ослаблениям и дополнительно 25% лечения. Поэтому, так как он не получает невидимость, с этим будут большие проблемы. Если что, он на милишников тоже работает, этот Торин. Ускорение навыков не обязательно, это нам ничего не даст, забудьте, он здесь нам не нужен вообще. Вот, по шмоту, думаю, вот здесь все понятно. На Меган, думаю, тоже понятно, я рассказал. На Ти здесь дал ускорение навыков. Если вы думаете, что там руны сильные, да, попробуйте найти, но это, наверное, не обязательно. Я думаю, что вам тоже хватит. Можете попробовать поэкспериментировать. Я, честно, еще даже не пробовал здесь повозиться. Здесь я собрал вот такой сет. Здесь 20 к ускорению, здесь 20. Здесь я получил 12. И здесь можно получить тоже. Можете попробовать другое. От нее хил не прям сильно нужен. Можете не на просвещенность, а на что-то другое воткнуть. Не знаю, хоть даже на атаку. Это тоже будет не ошибка. Но желательно разгонять ей именно просвет. Не как я вот здесь атаку. В общем, в целом все вот так. По навыкам, я думаю, здесь не обязательно ставить что-то такое. Здесь я взял средний, можете взять другой, пожалуйста, тоже не критично. Садоку тоже не критично. Меган, ну, при каждом срабатывании сопротивления героя 10% готовности навыка, ну, можете взять. Давайте по таймингу посмотрим. На Ти я не ставил тайминги, это не нужно делать, но тайминг на 18 поставил. На Меган не поставил, но тайминг вот сюда почему-то я поставил. Можете попробовать убрать, не думаю, что это как-то критично будет, что ли. Серьезно, можете убрать, посмотреть, что будет. На Торине я поставил 17.8. 17.9 уже будет поздно, на самом деле. Есть какая-то проблема у этого босса, что он чуть раньше может как будто скастовать свою ульту. Можете пораньше поставить, чтобы Торин заливал именно в тот момент и прятал, получается, под инвиз. Если сможете подогнать, то будет здорово, конечно. Вот, но так как она у нас ультует где-то на 8, что ли, секунде, ну, плюс-минус, у вас отрыв между Торином, то есть окошко между Торином и Ти, желательно, чтобы был где-то 8 секунд, понимаете? То есть он здесь примерно ультует, еще у нас 2 секунды в запасе, грубо говоря, валяется. Поэтому Торина максимум можно на 2 секунды назад где-то сместить, и все. Думаю, тут тоже все ясно и понятно. С жабой разобрались, пак проходит, но при условии, если у вас есть урон. По связи тоже я вот говорил, вот связь стихии, она у нас такая, точность, все одно и то же. Все одно и то же, как и везде, во всех пачках. Короче, все то же самое. Если не хватает точности, защиты, выживаемости или атаки чуть-чуть, вот здесь берите, если что, это вам поможет. Это по жабе, наверное, все. Давайте смотрим дальше. Дальше, наверное, тоже не очень хорошие паки будут, что они фулл все это не пройдут. Но, тем не менее, они более-менее могут жить. Здесь, получается, есть бюджетные паки. Нет у людей бюджетных. Феникс тоже очень тяжелый на самом деле.
потому что требует к себе очень-очень много. Вот здесь, как видите, я прошел вот этим составом. В целом, довольно-таки легко. Сейчас увидите этот состав, очень довольно-таки интересный. Не помню, честно, я уже давно этот пак делал. Как он себя здесь чувствует, давайте сейчас вместе с вами посмотрю. Как обычно, загружаю то, что у меня было. Как видите, по шмоту тоже ничего такого критичного нету. Как обычно, Эурион одеваю вот в этот сет. Можете одеть его в другой. Да, тут прям чувствуется, что не хватает сета предков для того, чтобы больше выживаемости было. Можете этот сет предков одеть на кого-нибудь еще. Я не знаю, Гулал он, наверное, не выдержит, если его в танка сделать. Но он здесь служит как раз-таки для другого. Смотрите, у школы холода и омертвления есть большая проблема. И мало кто может давать нам штраф к атаке. Да, то есть вы можете использовать Виньяру, скажете вы, да? Нет, вы не можете ее использовать. Почему? Потому что босс на себя вешает невидимость с помощью вот этого навыка. И когда невидимость, вы не сможете нормально кастануть босса. Она ульту кинет в какое-нибудь яйцо. А вам это надо, вам это не надо. Вы не сможете штраф атаки накинуть. Поэтому Виньяра в этом данже чувствует себя очень плохо. Если у вас есть Гуленды, да, ставьте. Вот просто берете, ставите и все. И красота. Единственное, что... Хотя нет, не единственное, что вам просто будет лучше намного. Намного лучше, чем этот Гулал. Да, и прикол в том, что я ищу именно РДД. Вот этот персонаж, он не может вешать. Этот не может вешать. Вы можете использовать Диверика, но он с помощью своей ульты может промазать и попасть чисто, короче, по яйцам. Поэтому тоже не вариант. Квеста — это милишник, да и к тому же она не может накладывать здесь. Лорис — это танк, он может это делать, но выживаемости ему, скорее всего, больше не хватит, чем хватит. Поэтому здесь еще нужен Эурион для того, чтобы он свою еще ульту кидал. И Рефа, она, по-моему... да, вот с боевого. Все, в этом проблема. У меня есть все герои, это тестовый сервер. Все, вы не можете вешать штраф к атаке достойно и правильно, именно чтобы был перед ультой у босса. В этом самая, наверное, большая проблема. Давайте со скиллов начнем смотреть. Здесь что? Ожог. Кастует босс, получается, перед собой вот это вот. Честно, даже не парьтесь. Если у вас есть горение, вам будет плохо. Если нету, то похер. Здесь делает, короче, яйца. Стимулирует вылупление из всех яиц Феникса. Если впоследствии возродится хотя бы один птенец мертвого Феникса, дает Фениксу усиление невидимость на 12 секунд. Здесь получается ульта. Ульта сносит до хрена, накладывает стаки горения, причем двухкратные. И это действует где-то 12 секунд, что очень долго. В чем проблема вот этого стака горения? Вы видите, что вот люди ставят вот так. Не надо так делать. Серьезно, нафига вы это делаете? Если у вас есть стак горения, он наносит массовый урон. И причем не хило так. Если вот я Тию использую для того, чтобы защититься, да, так в таком случае типа окей, хорошо, вы можете вот так вот поставить, да. Но имейте в виду, если вы словите стак огня, то все, ГГВП, это будет наносить массовый урон. Не тупите, не делайте этого. Ну, я понимаю, что откуда вам знать, как это горение наносит урон, правильно? Вы еще не дошли до второго сезона, скорее всего. А кто дошел, ну, молодцы. Те, кто, те знают, что горение на самом деле наносит массовый урон. Так, давайте посмотрим поближе по шмоту. Эурион. Также, короче, делается ни в что такое, но я его сделал в сопротивление. Это важно. Почему? Потому что мы не будем ловить стаки горения. Здесь мало сопротивления, очень мало, поэтому надо что-то будет найти другое. Шмот, наверное, тот же самый, с читерной той самой тушкой, да? Нет. Тушку мы взяли на сопротивление, да? А здесь все остальное то же самое. Сделал, получается, на реген хп именно этот сет. Почему? Потому что Эурион, как я уже говорил, ему не хватает выживаемости, поэтому здесь именно такой сет используется. Если дать сет предков, он сдохнет. Если Тию сделать во что-то другое, да, из сета, ну, можно на самом деле. Я дал этот сет, потому что мы лишний хил будем получать. Всего лишь 5%. Это хрень, конечно, но чуть-чуть до выживаемости дает. Чуть-чуть. Этот сет заменяем, берите любой другой, я уже пробовал, но все равно не получается. И у Ти есть большой минус, я как раз расскажу именно на этом боссе, как раз таки эта штука имеется. Так, по Ведимиру все стандартно, да, здесь все то же самое. Как бы урон, и здесь, получается, у нас Гулал имеет сет кукольника, он будет откатывать навыки всем героям из заморозки. И Рава. Просто Рава. Просто молодец. Вы скажете, а почему здесь сет кукольника не поставил, чтобы Ти раньше ультовала? Вы сделаете, например, даже если часы поставите. В этом есть большая проблема. Смотрите, если вы сделаете откат ульты Ти в 12 секунд, чтобы вы дважды ультовали, да, вы можете это сделать. С часами и с большим ускорением навыков вы можете это сделать. Я тестировал, я проводил тесты. Да, вы можете это сделать, чтобы 12 секунд было. Потому что полоска босса здесь, это как раз исключение, 24 секунды.
В этом как раз прикол. Вроде бы мы успеваем дважды, мы бесконечно будем находиться в инвизе, и она будет хорошо хилить. И если вы сможете с часами это сделать, здорово, это будет классно. Но без часов провести такую манипуляцию будет сложно. Часы, напоминаю, это вот этот артефакт. Разогнать большое КД навыков, без этого сложно. Если вы поставите, да, молодцы, можете разогнать очень много ускорений навыков и сюда поставить сет кукольника, то, скорее всего, у вас не получится. Вам нужны хорошие руны. Если у вас таких хороших рун не будет, вряд ли у вас получится это сделать. Не помню сколько, там вроде бы нужно, чтобы было 12 секунд, нужно, чтобы у вас было 13.2 секунды на откате ульты. То есть, если у вас будет здесь 13.2, тогда сет кукольника вам зайдет, и вы сможете сделать бесконечный инвиз. И это будет здорово. Ну, пускай хоть даже если не 13.2, 13.4, может быть, тоже прокатит. Но я сделал так, это будет больше выживаемости, если вы сможете так сделать. Короче, имейте в виду, это реально очень сильно пригодится. Для чего это нужно? Потому что боевой навык Тии откатывается 12 секунд. В этом большая проблема. Если вы с сетом кукольника сможете откатывать свою ульту до 12-13 секунд, и вы думаете, что вы классный? Нет. Она будет давать свой боевой навык раньше вашей ульты. И это будет постоянно. Это будет регулярно. Поэтому смиритесь с тем, что сет кукольника на ней отдельно поставить будет сложно. Она здесь нужна ради своей ульты, чтобы дать невосприимчивость к ослаблениям. Милишники поэтому здесь не подойдут. Именно поэтому и Орион у нас в сопротивлении, чтобы с ульты босса не ловить всяких приколдесов. Так, думаю, по поводу шмота тут все понятно. По поводу таймингов, думаю, тут все тоже очень просто. Так как я почему 25 секунд поставил? Потому что Рава вешает заморозку. И заморозка переходит, грубо говоря, в глубокую заморозку. И босс начинает замедляться. У него шкала, получается, хода начинает замедляться. Если поставить 24 секунды, ваши тайминги будут смещаться назад. То есть ваши герои будут ходить раньше. Из-за этого у вас будут проблемы. На Тии я таймингов не ставил. Мне это в целом не нужно, как оказалось. Да, но вообще надо бы поставить. Это, возможно, я тестировал, поэтому убирал тайминги. Вообще, я бы ей поставил так же, короче, как и всем остальным. 23,5 на 25. Да, вот так вот можете сделать. Но давайте я уберу. Просто я, честно, я уже не помню. Вот я запустился, и, скорее всего, это будет большая ошибка. Но, может, и не будет. Видите? Смотрите. Она скастовала до этого боевой навык, сейчас дала инвиз. И, возможно, она успеет похилить, но дальнейшие эти приколы могут и не прокатить. Видите? Чувствуете проблему, да? Чувствуете? Сейчас Ти еще успеет ультануть, потому что у нее есть ускорение навыков. Ведимир сдох, и это большая проблема. Урона мы получили чертовски много. И более того, почему у нас Ведимир, кстати, сдох? Потому что у него нету такой достойной выживаемости. Да? На 12 этаже этот состав требует побольше выживаемости на самом деле. Но если у вас есть большое количество урона, вы можете еще как-то это все пережить. Чувствуете, что и Орион тоже немного плачет в сторонке? У него тоже есть большие проблемы. Обязательно, чтобы Рава задевал именно 3 цели. Если он 3 цели не задевает своей ультой, если он кастует раньше вот этого, получается, скилла боевого, у вас будут, конечно, проблемы. Он скастует этот скилл неправильно, и Ведимир нанесет меньше урона. Вот, сейчас у нас, получается, будет лететь все эти дебафы. Инвиз получили, штраф атаки наложили, невидимость есть, все классно, все здорово. Бац, Ведимир все равно падает, ему не хватает выживаемости. Этот у нас тоже немного приохренел. И все падают. Плохо? Ужасно плохо, очень плохо. Однако ситуация на 11-м Фениксе уже гораздо лучше. То есть, как я уже показал, вот мой состав, давайте загрузим, можно посмотреть. Здесь шмотки все те же самые. Да, я здесь не обманываю, не пытаюсь вас как-то обмануть. Видите, все то же самое. Да, абсолютно все то же самое. И Ведимир такой же, и Рава такой же. Здесь нет ничего такого. Запускаем. Аура на криты, еды нет. Просто запускаем и смотрим. То, что тайминги здесь не видно, это нормально, на записях этого нету. Здесь Ти уже идет по таймингу, чувствуете, да? То, что сразу по-другому все начинает крутиться. Здесь, кстати, по-моему, не 25 секунд, а 24, скорее всего, у них. Пошли ультимейты. Прямо перед боссом. И видите, и мы здесь как-то совсем легко пережили все. И даже Ведимир не заплакал. Смотреть до конца, наверное, не будем. Потому что вполне очевидно, что если они прошли вот даже с таким говном, то и вы тоже по-любому пройдете. Если у вас будет больше талантов, больше выживаемости у вас будет, то будет отлично.
Поэтому, увы и ах. Но здесь урона, кстати, было прям впритык. То есть они где-то за 4 минуты прошли. Шансы прохождения были довольно-таки хорошие. Гулалу я тоже, как видите, по талантам ничего такого не делал. Здесь тоже вроде бы все такое же, как вот и было. Везде одинаковые таланты. Классно? Да вообще отлично, на самом деле. Вот, из каких-то таких пачек что-то вот ничего такого особого вот серьезного нету. Все просто. Итак, теперь мы переходим к нашему, получается, древнему полю битвы. Вот такой состав я использую. Он прошел это. В целом был почти что стабильно, но были какие-то проблемы. О проблемах я чуть позже перейду. Давайте вот рассмотрим вот их. Сейчас я вам, разумеется, это все покажу на деле. 12 этаж они не проходят, потому что им не хватает ни выживаемости, ни урона. Честно. Но это и так слишком бюджетно. Бюджетнее я, наверное, сейчас вот не смогу собрать. На самом деле с этим действительно имеются проблемы. Ауру я использую на точность. Почему? Потому что у нас Виньяра находится без связи. И в этом как раз-таки самая большая проблема. К тому же, по навыкам я ее не вкачивал. Здесь тоже большая проблема. Поэтому я дал ей как можно больше ускорения там навыков, да. Ну и старался ей поднять выживаемость, чтобы и точность была, и ОЗ было, ну и атаки. Почему? Потому что ей надо как можно дольше выживать. Она, по сути, наш второй танк. Здесь сопротивление не давал, потому что у нее есть замечательная пассивка, которая не позволяет прохождению контроля, первого контроля. Ну, и есть там откат свой, но это не страшно. И когда вы начнете смотреть скилл босса и читать по ним информацию, вы такие: ой, много букв, я не хочу это терять, ну, читать это очень бесит. Ну, типа, блин, форма щита, форма что, форма жопы, не надо, вот честно, не парьтесь, давайте лучше вам коротко расскажу, чтобы не сойти с ума вот именно на этом боссе. Смотрите, с 0 секунды до 9 он использует щит, он наносит массовый урон всеми автоатаками. С 9 секунды по 18 секунду он бьет своим мечом по танку. Все. Это я вам рассказал, грубо говоря, просто самую важную часть этого босса. И в этом как раз-таки кроется нюанс. Потому что выживаемость вот с 0 до 9 секунды для всех нужно давать очень высокую. Тут большая проблема с выживаемостью от массовых навыков. Здесь что происходит вот на этом скилле? Он кидает стан. Вот просто, я не знаю, рукой закройте нижнюю часть. Просто он кидает стан. Запомнили? Этот стан кидается только на самого дальнего героя. Вы можете попробовать, например, даже вплотную встать. Допустим, представьте, что у вас все РДД здесь стоят, да? Можете сюда поставить, он, если что, кидает на самого верхнего. А здесь кидает, получается, на самый дальний. Можете сюда поставить, сюда поставить. Но я поставил сюда, чтобы Фрубат ее хилил. В этом как раз-таки прикол. Здесь она должна давать себе выживаемость с помощью боевого навыка. И когда босс, получается, кастует вот этот боевой навык, он попадает в ее пассивку. Поэтому она никогда не получает никакого стана. В этом как раз-таки ее заключается суть. Она не получает из-за этого, из-за того, что он не получает стан, босс получает дебаф. Отдача, наносимый урон уменьшается на 20%, а получаемый увеличивается на 20%. Это как раз-таки нам то, что нужно. У босса меньше урона и больше получает урона. Здорово, классно, отлично. Вот здесь на 9 секунде он меняет стойку. Он достает как раз-таки свой меч. И помимо всего этого, когда он достает, получает свой меч, он получает баф. Баф на самом деле неприятный. Поэтому нужно от него как можно быстрее избавиться. Это баф на усиление атаки. И здесь большая проблема, что если вы используете Виньяру и кастуете где-то вот здесь, да, до 14 секунды, вам штраф атаки может не хватить. То же самое, да, то есть как этот навык, только теперь он кидает не стан, теперь он кидает, получается, соло-урон на человека, на персонажа, у которого самый большой показатель атаки. В этом, да, действительно тоже большая проблема, потому что по ДД вылетает очень много урона. Здесь босс снова меняет стойку и таким образом начинает очень нещадно наносить урон с помощью ульты. И когда он меняет стойку, он рассеивает все усиления с вас. И если он рассеет, он увеличивает свою атаку на 3% за каждый стак. Поэтому на этом боссе крайне важно, чтобы у вас не было никаких бафов. Нежелательно. Пускай чуть-чуть вы пропустите, может быть не страшно, но желательно, чтобы у вас их ни за что не было. Поэтому, если вы будете использовать, не знаю, каких-то там героев, если вы неосторожный такой, да, ну типа Филосия, да, чтобы щиты у вас были, уменьшение урона, невосприимчивость контроля, он просто все рассеет и увеличит себе урон. И вы охренеете потом. На Филосии нужно ультовать тогда после, получается, ульты босса, да, то есть как только он это заюзает, тогда нужно Филосии как бы ультовать. В таком случае можно использовать этого героя. Короче, просто осторожно, будьте осторожны, что он снимает баф, и это плохо. Но вы видите, что у меня есть и Тия,
и Тональнан, они с ульты как раз-таки обе себе вешают усиление атаки. С этим все в порядке, можете не переживать, это мы обошли. Сейчас я вам все расскажу. В чем дальше суть? Адольфус нам дает щиты. Сюда можете не париться, это нам ничего не дает абсолютно. Здесь таланты вкачивать не обязательно. Вы здесь вот можете, конечно, взять, получается, 4-й талант. Ну, в целом, как и везде, господи. Здесь таланты, получается, здесь я взял нижнюю ветку, да, давайте так сразу покажу. Нижнюю ветку, чтобы больше, получается, прока было. Можете хоть на урон особо взять, не сильно прям влияет. Главное забустить пассивку Тональнан. Тональнан гига много урона в соло-цель выдает. Ти взята, потому что у нее 3 удара на ульте. Это бюджетно. Если есть Фелисити, ставьте Фелисити. Это будет лучше гораздо, чем вот тоналка. Думаю, тут тоже все понятно. Так, Фрубату я взял, по-моему, верхний, да? Да, я взял верхний, чтобы у него больше выживаемости было. Можете взять средний, тоже, короче, не критично важно. Здесь тоже не критично. Здесь лучше, кстати, верхний взять все-таки, чтобы у вас было чуть побольше выживаемости за счет вот этой вот пассивки. Ну и думаю, все остальное понятно. Давайте запускать. По шмоту еще раз показываю, как примерно. Здесь можете корону поставить, если нету останков ведьмы. Ауру взял на точность. Здесь те не обязательно было максить, то есть не сильно много. Просто погнали. Давайте в замедленном действии. Вот как я говорю. Летит стан. Виньяра получил урон. Босс получил отдачу. Получается, видите, вот это голубое свечение. Бац. Босс еще и урон получил, если что. От того, что он попал вот сюда. Бац. Босс меняет стойку. На нем есть отдача. И смотрите, что дальше будет. Баф атаки есть? Есть. И босс начинает сильно бить уроном. С обычных атак. Сейчас у меня пошли ультимейт от моих ДД. Видели, сколько снесли? Он где-то 10-15% рубат снес. А это дохрена, это простой атаки, алло. Сколько он там с ульты снесет. Поэтому от этого надо избавляться. Так как у меня Виньяра, разумеется, не вкачана, я не могу избавиться сразу. Но я могу это сделать сейчас. И как вы видите, с этой ультой я сильно опоздал. Мне нужно это сделать пораньше, желательно. Желательно очень раньше. Вот, но благо щиты накинули. Я получил урон, ничего страшного, я живой, я в порядке. У меня Виньяра ультанула, и ей не хватило точности для того, чтобы снять вот этот баф атаки. Скорее всего, сейчас они все умрут. Я не смог рассеять. Адольфус, спасай. Гигантские щиты. Бэм. Но сдох. Понятно. Неудачная попытка, крайне неудачная. Адольфусу, кстати, я поставил вот этот сет. Можете, конечно, поменять, можете поставить на кого-то другого. Тоже не будет ошибкой. Давайте еще раз тогда запустим. По точности 239. Ей не хватает, кстати. У нее нету, поэтому давайте съедим еду. Ей прям не хватает. Нужно где-то больше статов найти. Желательно, чтобы был 260 у нее. И аура. Либо 300, получается, точности. И тогда без ауры можно ее обойтись. И тогда те надо больше дать. Все, бац, бац. Все отлично, все хорошо. Все здорово. Бам, живут. Босс рассеял аж 4 навыка, что очень на самом деле трагично и плохо. Но, так как у меня ДД все раньше и раньше начинают ходить, проблем с тем, что они наносят урон, нету. Видите? Проблемка, конечно, есть, но не прям сказал бы, что критичная. Да, босс уже налутал нормально так атаки, но пройти они вполне могут. С этим проблем особо не должно быть. В будущем вы обязательно можете сделать какой-то другой состав. Можете собрать по поводу омертвления все то же самое. Только, конечно, будьте осторожны, чтобы не настакать каких-то там бафов. Это иначе, сами понимаете, будет как бы трагично закончено. Вот, самое тяжелое это то, что нужно обязательно штраф атаки дать. И щиты либо до ульты, либо после. Потому что вот сейчас заметите, мы кидаем все вот эти приколы. Идет, получается, щит. Он рассеял. И дальше массовый урон идет по всем очень сильный, очень сильный. И поэтому от этого надо как-то избавляться. Если ульту вы еще можете пережить, то обычные автоатаки босса уже пережить гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Поэтому нужно быть осторожным. Вот здесь они бы уже 1000 раз сдохли на Т12 этаже, а на Т11 они еще хоть как-то живут. Ну, хоть как-то есть какая-то выживаемость. Он, бедный тоналка, устал уже получать соло-тычки. Здесь вот не повезло. Сильно не повезло, то что у нас достойным образом ничего не снеслось. Здесь совершилась большая ошибка. Тем не менее, состав может пройти, но не сказал бы, что стабильно. Я думаю, что вот здесь все-таки пачка требуется другая, либо требуется что-то иное. То есть я не вру, как я уже сказал, я его прошел, и прошел я его впритык. По талантам сам, видите, вот показываю на всякий случай. Прошел, да, здесь все то же самое. Все то же самое. Ничего такого. По таймингу, как видите, тоже не есть как все здорово. Здесь вот я тоже, получается, ауру защиты, еду съел, и тем не менее они это прошли.
Можете сами понаблюдать. По поводу расположения, кстати, хотел еще вот добавить. Смотрите, у меня Фрубат стоит первым, разумеется, он должен танковать. Все остальные должны стоять примерно в ряд. И один за его спиной, это про РДД идет речь. Когда Фрубат стоит на столе, он делает шаг вперед. И таким образом он своим боевым навыком может хилить и Адольфуса, и Виньяру. Он начинает дотягиваться. Потому что у него есть большая проблема с радиусом хила. Хила на самом деле от него идет гига мало, это очень мало считается, поэтому если вы его сможете нормально забустить, я думаю, у вас получится что-нибудь да получше, чем вот то, что вот здесь вот есть. Бам, получили щиты, босс ультует и сносит где-то 3 бафа. Скорее всего, это от боевого навыка Виньяры и, например, от Тональнан. Теперь босс ни одного стака не получил, как вы уже могли заметить, здесь уже все получше. То есть он не получил ни одного единого стака за этот сейчас вот как раз-таки круг. Все зависит, по сути, уже от тоналки и вот этой тии. Здесь уже все получше идет. Чувствуете, да? И я тоже вижу, что получше. Здесь единственное, в чем прикол, то что после того, как он ультанет, он получает дебаф защиты. И с этим вы особо-то ничего не поделаете. Его и снять-то сложно. Вот если бы Виньяра смогла вот снимать вот здесь в начале, а Фрубат потом продолжал штраф атаки ее, то это будет здорово. Возможно, у вас это прокатит. Если вы это сделаете, вы будете вносить гораздо больше урона. Именно в тот период, когда Виньяра ультанет, а все остальные дальше начнут тоже закидывать свои ультимейты. Поэтому мне приходится вот так вот делать. Но минус в чем, что если вы это сделаете, то есть вероятность, что и их бафы, которые они получат, они дойдут до сюда, и босс сможет поглотить эти бафы. Так, ну что, ребят, на этом, пожалуй, наверное, все. Надеюсь, ролик вам понравился. Надеюсь, он был для вас полезен. Думаю, что вам станет намного проще проходить. Все это, как я сказал, заменяемое. Если вы будете прокачивать связь стихии, там, где будет снижение урона или повышение урона, это значительно вам поможет лучше пройти все это. Думаю, вам гораздо легче станет. Я постарался сделать все это из говна и палок. Да, считерил с этим, получается, предметом, как останки ведьмы. Вы можете это заменять при желании. Наверняка у вас все будет гораздо лучше. Если ролик вам понравился, можете поставить лайк. Я буду очень рад. Это продвинет мое видео, получается, в рекомендациях, и больше людей его увидит. Разумеется, подписка, я буду очень рад, если вы ее сделаете, я только буду счастлив, правда, очень буду вам за это благодарен. Вот. И если остались какие-то вопросы или какие-то пожелания, можете написать какие-нибудь комментарии. Если у вас есть какие-то идеи, да, например, хотите дополнить, мол, слушай, а ты, короче, пробовал вот такой вот состав. Или смотри, у меня есть чел, который сделал еще бюджетнее. Будет здорово, если другие игроки узнают, что есть возможность делать что-то гораздо бюджетнее, чем то, что вот сделал я. Я не против, я с радостью такое вот осмотрю, попробую это сделать и оставлю комментарий на эту тему. Вот, на этом, пожалуй, все. Вот можете как раз в конце досмотреть, как эта пачка древнего поля битвы все равно проходит. Это 11 этаж, если что. Вот. На этом все. До встречи в следующем ролике или на следующем стриме. Пока. Подписку нажми.